Нетаньяху поссорился с Анналеной Бербак. Кирилл Буданов раскрыл важный секрет, а директор ЦРУ переходит на угрозы Конгрессу. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Россия пытается защитить свои НПЗ, а украинские конструкторы модифицируют советское вооружение. В складах осталось много ни мало какое-то количество старого советского вооружения. Голосование за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Что войдет в пакет помощи и в чем Трамп обвиняет Европу? Почему Соединенные Штаты потратили на войну в Украине на $100 миллиардов больше, чем Европа? Эрдоган встретится с лидером Хамас и призывает не верить ни Ирану, ни Израилю. Сейчас Израиль говорит разные вещи. Точно так же и Иран выражает разные мнения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», которой вы можете поддержать нашу работу. И не забывайте подписаться на канал, это тоже поддержит нашу работу. Поехали. Кирилл Буданов раскрывает секреты. Начальник Главного управления разведки описал, чем удалось нанести удар по российскому стратегическому бомбардировщику, который сбили накануне. Применяются разные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте. Силы обороны Украины часто наносят удары по территории России модифицированным советским вооружением. Мы спросили у военного аналитика Украинского института будущего Ивана Ступака о потенциале украинских конструкторов. В складах осталось много ни мало какое-то количество старого советского вооружения, которое при первом рассмотрении, кажется, как ее использовать? Большое, громоздкое, неконкурентоспособное, с ограниченным радиусом действия. Но если оказывается это вооружение в руках умелых инженеров, которые заменяют старые какие-то ламповые системы на современные, то в принципе, это вдыхается новая жизнь в старое советское оборудование, в старую советскую рухлядь, и оно может показать себя еще очень-очень даже хорошо. Мы не знаем, на самом деле, в чем попали в А-50, чем попали в Ту-22, но самое главное, что попали. То есть смогли, сделали, протестировали, исправили, снова протестировали, и все это было вдалеке от глаз Российской Федерации, от разведки, которая не смогла увидеть, не смогла понять. Да, в течение, я думаю, нескольких дней, я думаю, до конца этой недели, до воскресенья, смогут разобраться россияне, увидят обломки, что это было, что за ракета, какая электроника, и это позволит им планировать дальнейшие свои атаки с учетом этой особенности. То есть придется либо еще глубже оттягивать свои самолеты, либо, не знаю, ниже их опускать, либо выше, то есть какой-то вариант они будут искать, конечно. Как бы в подтверждение сказанного, Reuters пишет о том, что российская нефтедобывающая компания «Башнефть» установила антидроновые сетки для того, чтобы защитить ключевые объекты своих НПЗ от нападения со стороны Украины. Правда, информацию об этом они сами разместили в интернет. Также в интернет попадают фотографии со спутника с разрушениями после обстрела аэродрома в Джанкое. На фото Planet Labs видно последствия обстрелов, и на снимках можно увидеть повреждения возле боекомплекта и систем противовоздушной обороны. Это не первые удары по крымским аэродромам и не первый удар именно по аэродрому в Джанкое, но Российская Федерация продолжает перемещать туда свои самолеты и боекомплект. Неужели без этого нельзя обойтись? Или ничего не учат россиян обстрелы и взрывы на аэродромах? Об этом мы тоже спросили у военного аналитика Украинского института будущего Ивана Ступака. То есть нельзя из Крыма забрать авиацию, потому что удобное место, 150 километров до линии разграничения, Запорожская область, село Работино, Ореховское направление, поддержка наступающей российской пехоты, которая регулярно пробует пробиваться, но только поддержка с воздуха сможет обеспечить какое-то продвижение. Поэтому Крым — это очень удобно, очень комфортно, и не могут просто отказаться. Да, можно на какое-то время поставить паузу под вопрос. Вот эти удары переместили авиацию, которая там была, 1,5 десятка вертолетов, по-моему, 5 самолетов находилось в момент удара.
они смогли покинуть своим ходом эту локацию, переместили на аэродром Гвардейская. Скорее всего, будет следующая история. Проанализируют, что за удары были, какими ракетами, как можно им противодействовать. И очень возможно, что в течение нескольких месяцев снова вернутся на аэродром Джанкой, но уже с новыми системами радиоэлектронной борьбы, с новыми средствами противовоздушной обороны. Придется где-то их забирать, тянуть жребий, какой город, какой военный объект останется неприкрытым, без противовоздушной обороны. Естественно, это будет держаться в строжайшем секрете, потому что, например, представим себе, Нижний Новгород, из-под него забирается вот этот комплекс, перетягивается в Крым, потому что в Крым нужнее. А большой объект, например, 53-й арсенал, который производит управляемые вот эти вот бомбы, ФАБы, 200, 1500, 3000, он останется неприкрытым. Если украинская разведка получит эту информацию, то это будет крайне жирная цель для атаки, особенно с учетом того, что неприкрыт оказался мальчик в трусиках. Напомню, обстрел состоялся 17 апреля. В Минобороны Украины озвучивали даже списки поврежденной техники. У консульства Ирана в Париже арестован мужчина, который угрожал себя взорвать. Французская полиция ранее оцепила иранское консульство. Об этом сообщали журналисты Reuters. Источник в полиции сообщил Reuters, что мужчину видели около 11 часов утра, когда он входил в консульство с гранатой и, предположительно, с жилетом со взрывчаткой. Как сообщает телеканал Европа-1, с полицией связались именно из здания посольства. Да, меня заперли в здании. Я хотела выгулять собаку, а мне сказали, что нет, я не могу выйти. Я не могла выйти, поэтому осталась на 4-м этаже. Сделала много видео и фотографий. Так что вот так. Как известно, мужчина забаррикадировался в комнате в присутствии посла, и детали задержания, как и мотивация нападавшего, пока не сообщается. Директор ЦРУ выступил с обращением к американскому Конгрессу. Сейчас это называют самым решительным предупреждением. И действительно, Бернс говорил о том, что если Украине не помочь, если этого не сделать, Украина не продержится долго. С толчком, который даст военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться 2024 год и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне. Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования. Что может включать эта помощь? Ранее в медиа появлялась непроверенная информация о возможности предоставления ракет «Атакамс». Могут ли они стать новым камнем преткновения в вопросе предоставления помощи? И нужны ли Украине настолько дальнобойные ракеты, если по территории России ведется огонь только боеприпасами собственного производства? Мы спросили об этом у военного аналитика группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко. В помощь от США, конечно же, в первую очередь будет включена артиллерия, боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, как для ствольной артиллерии, так и для реактивной артиллерии. И я не исключаю того, что это будут и ББМ, боевые бронированные машины, те же самые М2, 2 Брэдли, которые замечательно, просто великолепно себя зарекомендовали в зоне боевых действий, отличная боевая машина. Может быть и другая номенклатура той или иной техники. Конечно же, Атакамс были бы полезны Украине, поскольку это одна из номенклатур со своим собственным функционалом. Мы используем крылатые ракеты, например, авиационного базирования, но использование баллистики аналогично очень полезно, чтобы рассредотачивать внимание российского ПВО. Кроме того, мы уже могли видеть, что российское ПВО недостаточно совершенно, чтобы перехватывать высокотехнологичные средства поражения. Поэтому по территории, временно оккупированным территориям, по тем или иным объектам, таким как аэродромы, войсковые части, командные пункты, пункты управления, штабы, нанесение ударов этой компонентой было бы очень полезным. Атакамс имеют дальность поражения 160-300 километров в зависимости от дальности поражения. Это вполне охватывает либо материковую часть временно оккупированных территорий Украины, либо временно оккупированного полуострова Крым. По территории Российской Федерации мы применяем свои собственные средства поражения, которые на сегодняшний день
уже достигают тысячи километров и даже более того. Пока в Конгрессе отмечают беспрецедентное объединение республиканцев с демократами, дело все равно не двигается вперед. Но решимость – это уже хоть что-то. Уже сегодня мы должны получить решение по всем 4 пакетам вооружения, теоретически. Ведь их должны выставить на голосование в Конгрессе или не выставить – это тоже своего рода информация. Ну а пока Дональд Трамп обвиняет Европу в недостаточной и медленной поддержке Украины. Он пишет об этом и в собственной соцсети Truth Social. Совсем не странно, учитывая, что сторонники Трампа уже несколько месяцев блокируют законопроект в Конгрессе о помощи Киеву. Почему Европа не выделяет больше денег на помощь Украине? Почему Соединенные Штаты потратили на войну в Украине на $100 миллиардов больше, чем Европа? А между нами есть разделение океана. Почему Европа не может сравняться или соответствовать деньгами, вложенными США, чтобы помочь стране, которая отчаянно нуждается в помощи? Как все согласны, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас. Но это важно и для нас. Шевелись, Европа! Что заставило Дональда Трампа поменять свое мнение или, по крайней мере, озвучить отличное от своего мнения в социальных сетях, пока неизвестно. И, скорее всего, почувствовал отношение избирателей к войне. Анна-Лена Бербак поссорилась с Биньямином Нетаньяху. Пишет об этом немецкий Bild и израильский 13-й канал. Министр иностранных дел Германии и израильский премьер якобы устроили горячую перепалку по поводу войны в секторе Газа и выдвигали довольно резкие претензии друг к другу. Эту информацию подтверждают источники издания Bild. Все это якобы из-за того, что израильский премьер-министр пытался доказать главе немецкого МИДа, что в Газе нет голода, и показывал фото с рынка с прилавками, полными товаров. На что та отвечала, что может показать фото голодающих в Газе детей. Bild пишет даже о том, что Нетаньяху якобы сказал, цитирую, «израильтяне не похожи на нацистов», конец цитаты. Отношения с Израилем из-за войны в секторе Газа портит не только Германия. Президент Турции высказывается о напряжении в отношениях между государствами. Да, она не только появилась, а продолжается уже давно, но тем не менее Эрдоган заговорил об этом накануне встречи с лидером Хамас Исмаилом Ханией. Сейчас Израиль говорит разные вещи. Точно так же и Иран выражает разные мнения. Никто не признается в этом. И на самом деле нет ни одного заявления на тему напряженности между нами, которое имело бы смысл. Вы не можете сказать, эта сторона говорит правду в отношении заявлений Ирана. Вы вообще не можете сказать этого о заявлениях Израиля. Президент Турции призывает не верить ни Ирану, ни Израилю и отказывается рассказывать медиа о том, о чем будут переговоры с главой Хамас. Встреча состоится в Турции в субботу. В полдень в столице Польши зазвучали сирены, которые возвестили о начале мероприятий, приуроченных ко Дню памяти по случаю 81-й годовщины начала восстания в Варшавском гетто. На улицах Варшавы волонтеры раздали 300 тысяч бумажных нарциссов. Это символическое число. В рамках так называемой акции Рейнхарта из Варшавского гетто в Треблинку было отправлено около 300 тысяч евреев. Боль, беспомощность, гнев, одиночество, сомнения сопровождали жителей гетто каждый день. В месте, где люди были обречены на полное уничтожение, они не собирались пассивно ждать конца. В ночь с 18 на 19 апреля 1943 года, в канун Песаха, гетто было окружено немецкими войсками. На рассвете нацистские войска вошли в опустевший еврейский квартал. В церемониях у памятника героям гетто приняли участие представители еврейских организаций, ветераны, представители государственных и местных органов власти, дипломаты, представители польских культурных учреждений и простые жители Варшавы.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Жду вашего супер спасибо. Так вы можете нас поддержать. Ну и жду, что вы подпишетесь на наш канал. Это тоже не менее важно. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.